Инициированная нами кампания по блокировке режиму Лукашенко доступа к ресурсам МВФ по-новому поставила перед всеми демократическими силами и нашими зарубежными союзниками вопрос: чем мировое сообщество и политики могут реально помочь Беларуси сегодня? Какой инструмент внешнего давления на режим можно действительно назвать самым эффективным? Гораздо более эффективным, чем даже самые жесткие санкции. Ответ на этот вопрос сегодня должен быть озвучен на международном уровне. Это официальное непризнание Лукашенко и его правительства. Вот самый мощный инструмент для реальной поддержки белорусов в борьбе с диктатурой. Важно, чтобы это принципиальное политическое решение стало основой и результатом общей стратегии США, ЕС, Великобритании, Канады и союзных им стран в отношении диктатуры в Беларуси. Почему это крайне важно? Для начала повторим то, что мы уже говорили ранее. Именно непризнание Лукашенко и его правительства, а не только заявление о его нелегитимности, являются юридически корректным термином. Нелегитимности недостаточно для достижения необходимого нам результата. Именно непризнание позволит: первое. Гарантированно блокировать для Лукашенко и его представителей доступ к ресурсам МВФ, а также исключить представителей режима из этого и других наднациональных органов. Второе. Быстро запустить процедуру признания режима Лукашенко террористическим, лишив диктатора политического иммунитета. Третье. Признать недействительными любые его политические решения, в том числе подписание тех самых интеграционных соглашений с Россией. Четвертое. Послать четкий сигнал всему мировому сообществу, что с этим правительством работать нельзя. Проще говоря, превратить режим Лукашенко в политический и юридический ноль. Это понимаем не только мы. Тезис о непризнании Лукашенко и его правительства находит все больше поддержки среди западных политиков. В письме Джо Байдену председатель Комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес прямо заявляет: для того, чтобы заблокировать получение режимом специальных прав заимствования того самого миллиарда от МВФ, фонд должен будет официально отказаться от признания правительства Лукашенко. И Соединенные Штаты должны добиться от МВФ такого решения. Схожее мнение высказал и бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд Дэвис в статье на Bloomberg от 30 августа. МВФ не позволит Венесуэле получить доступ к существующим или будущим СДР, ссылаясь на споры о том, является ли Николас Мадуро законным лидером страны. При этом МВФ выделил СДР Беларуси, несмотря на отказ западных правительств признать выборы Лукашенко в августе 2020 года. Это просто аномально и с моральной, и со стратегической точки зрения. Что мы уже сделали и еще можем сделать, чтобы добиться от международных партнеров заявления о непризнании правительства узурпатора? Первое. Подняли этот вопрос на ряде дипломатических встреч со многими иностранными дипломатами и политиками. Важно всем демократическим силам активно продолжать эту работу дальше. Второе. Подготовили общее письмо от демократических сил и диаспоры, которое в ближайшее время будет направлено главам Министерства иностранных дел, финансов, национальных банков, дружественных белорусскому народу стран, а также членам кокусов «Друзья Беларуси» и «Свободная Беларусь» в Конгрессе США. Что могут сделать белорусы за рубежом? Выходить на акции и пикеты и требовать от правительств заявления о непризнании правительства Лукашенко. Что могут сделать белорусы внутри страны? Продолжать писать сенаторам и конгрессменам США и призывать их поддержать письмо Роберта Менендеса Джо Байдену. В ближайшее время мы предложим еще ряд действий. Мы прошли долгий путь в нашей борьбе, и мы не сдаемся. Непризнание Лукашенко и его правительства – наш следующий шаг.